Экранизации популярным играм в последнее время стали пользоваться большой популярностью среди киноделов. Зрителю, который хочет увидеть свою любимую игру на большом экране, идея зайдет. Но не все кинокомпании справятся с перенесением геймплея и сути игры в фильм. Майнкрафт фильм, привет. Ну что же с соседом? В 2020 году на канале издателя TinyBuild выходит пилотный эпизод мультсериала Hello Neighbor Welcome to Ravenbrooks. А с 2022 по 28 октября 2023 выходил первый сезон, состоящий из 6 эпизодов. Ну а второй сезон должен выйти до начала 2025 года. А сценаристы этого мульта стали люди, работающие над Ben 10. И всем hello, вы на канале Алексей Че, и сегодня мы разберем мультсериал по Hello Neighbor. Присаживайтесь поудобнее, заварите чай и смотрите этот ролик с удовольствием. Начинайте. Так уж получилось, что TinyBuild не перевели мультсериал на русский язык. Каналы, которые пытались перевести мульт, как минимум неплохо, сделали наоборот. Каждая озвучка выдавит кровь из ваших ушей. Сосед, добро пожаловать в Рейвенбрукс. Проспал пропал. Но слава богу, человечество придумало переводчик, которым мы и воспользуемся. Первый эпизод «Новые соседи». Серия начинается с того, как главный герой первой части Ники пытается проникнуть в подвал соседа, который позже пытается его поймать. В это же время в город переезжает главная героиня сериала Тринити, которая была персонажем в Secret Neighbor. Переезжает она вместе со своей семьей. Пока ее родители разговаривают с риэлторшей, она видит, как Ники сбегает из дома соседа. На следующий день Тринити идет в школу, где знакомится с другими персонажами из Secret Neighbor. Позже она встречает директрису, которая говорит ей посетить клуб изобретателей, в котором ее чуть не убивают. Эх, а жаль. Позже в кабинет с ноги залетает Ники, который прячется от учителя науки. Учитель заходит в кабинет и спрашивает у друзей Ники, куда он ушел. Его друзья его не предают и обманывают учителя. Когда учитель ушел, Тринити спрашивает у Ники, зачем ты сбегал из своего дома? А он отвечает, это не мой дом, это дом мистера Питерсона. Также он говорит Тринити о том, что сосед убийца. Но ему, конечно, никто не верит. После школы Тринити пытается познакомиться с соседом и заходит на задний двор его дома, где находит могилу. Сосед выходит во двор, а она прячется за могилой. У меня здесь камеры по всему дому, правда они снимают, как я мастурбирую. Да, 12-летние тут карлики могут спрятаться, даже за крохотной могилой. Сосед ее, конечно, не замечает, а та идет к себе домой. Ах да, еще помните ту риэлторшу? А все, ее больше нет, ну и бог с ней. За столом Тринити рассказывает своим родителям о том, что у соседа на заднем дворе могила. Ты уже снова спишь? Мы здесь всего один день. Но родители говорят ей следующее, ну, с кем не бывает. Тринити и Ники встречают друг друга у соседа и идут к нему домой. Ну, наверное, чтобы чай у него попить, неважно. Конечно, у дома соседа все внутри будет отличаться от релиза. Дальше по сюжету их находит сосед, они сбегают, и прикол в том, что сосед не может пойти к ним домой, как это было и в первой части игры. И конец первой серии. Ну, что я могу сказать? Для первой серии это было даже неплохо. Пару ляпов в сюжете, пару ляпов в анимации, это даже и нормально. И почему бы нам не затронуть визуал? На первый взгляд можно подумать, что анимация и стиль с пилотного выпуска только улучшились. Ну, это только на первый взгляд. Когда ракурс камеры меняется, персонажи либо остаются плоскими, либо меняются. Но все равно это выглядит очень криво. Хотя визуал в этом проекте самое лучшее, что есть. Вторая серия «Банда в сборе». В начале серии Тринити снится кошмар, в котором появляется сосед с отсылками на Secret Neighbor. Действительно кошмар. Но ее будет ворона, и она собирается в школу. По дороге в школу она встречает Ники, который пытается поговорить с ней по поводу мистера Питерсона. Но та его не слушает и уходит в школу. В школе ее опять встречают отсылки, только на другие игры. Тринити не знает, что делать, но зато везде ей чудится усатый мужик. Поэтому в школе ее все считают странной, даже немножечко сумасшедшей. Когда она приходит домой, родители говорят ей идти в гостиную, ведь к ним пришла в гости директриса, которая рассказывает трагичную историю семьи Питерсонов и говорит, что лучше к соседу не лезть,
Ведь он и так с ума сошел, так еще и его дети достают. Бедняга. И с Ники лучше не дружить. Директриса уходит, а Тринити ругает родителей. И она, догадайтесь, что она делает, правильно, пойдет за ним следить. Далее сосед заходит в строительный магазин, и Тринити видит, как сосед просверлил кому-то голову и украл монету. Да тут у нас целый слэшер намечается. Она приходит в школу, все рассказывает своим друзьям и планирует проследить за соседом. И да, эта серия явно хуже первой. Но что же будет в третьей серии? Скажу сразу, это будет полный пизд. Третья серия будет состоять из флешбеков каждого из подростков. Только вы же хотели там вроде за соседом пойти следить. Я вас понял, сценаристы. Третий эпизод — фрагменты. Переведено и озвучено мной. Эпизод начинается с флешбека Марицы. Пока она ждала врача, она услышала крик и решила посмотреть в окно. И она увидела... Да, и она увидела двух людей, которые упали на ступеньки. Твою мать, на ступеньки. Она увидела, что-то сверкает на ступеньках. Марица взяла свой iPhone и приблизила камеру. И она увидела монету, которую подобрал сосед. Вы просто вдумайтесь. Сосед калечит людей ступенькой. Как это? Что он там намазал? Что он там положил? Да и фиг его знает. Дальше идет история Тринити. В один темный вечер она просто следила за машиной Питерсона и куда он поехал. А приехал он на кладбище. Тринити спокойно следила за ним, как вдруг приезжает полицейский. Как он так быстро приехал, никому не известно. Лесли ходит по кладбищу и находит раскопанную могилу. Сзади него стоит Теодор, уже готовый убить Лесли. Но Тринити не дает ему это сделать, и сосед испаряется. Коп уходит, а Тринити находит соседа и... Он ее не догоняет. На этом ее история заканчивается, и начинается флешбэк уже Энзе. Почему-то он решил пойти следить именно за таксидермистом. Ну как сказать следить, он решил погулять по его дому. А позже спрашивают у него, убивал ли его Теодор и просто планирует уйти. Идеальное расследование. Но Энзе у нас тупой и врезается в шкаф. Дальше таксидермист ищет хулиганов по дому. Но сосед из-за спины нападает на него и вырубает. Это все видит Энзе, и он уходит. И, наконец, история Ники. Так получилось, что сосед взломал дверь в школьный подвал. В общем, шел он так за ним, и пришел Ники к туннелям под школой. Гулял он по туннелям и нашел Делроя. Делрой угрожает Ники тем, что он что-то расскажет директрисе. Далее происходит самая эпичная погоня. Они вдвоем бегут, как вдруг произошел взрыв. И на этом история Ники заканчивается. И он говорит следующее, что сосед террорист. Четвертую серию я предлагаю скипнуть, потому что это типа у нас первый акт первой части игры. Именно. Моя дочь расстроена, потому что вы только что подтвердили, что вы на самом деле Ники, с которым директор Абонанте строго-настрого запретил ей общаться. До свидания, Ники. Сосед похищает Ники, персонажи ничего не делают, но при этом говорят свои душные диалоги. Анимация все хуже и хуже, и вообще лучше перейти к следующей серии. У вас за спиной. Да? Ники? Ники? Счастливого путешествия в Казахстан. Пятая серия называется «Больше никакого Ники». Энзе приходит к Тринити, и они вызывают полицию. Приезжает офицер Лесли, он заходит в дом соседа и берет взятку. Он взял мешок монет и уехал. Все. Энзе и Тринити понимают, что им не поможет даже полиция. Им говорит об этом сам Теодор. Проходит несколько недель, как говорит Марица, и такое ощущение, что в этом сериале всем пофиг друг на друга. Сосед за кадром отстроил себе новый дом из третьего акта. Дальше в гости к Тринити приходит сам сосед. Итак, Тео, я вижу, вы вносите некоторые коррективы в свой дом. У меня проблемы с паразитами. Тринити задерживает соседа у себя дома, а Энзе в это время пробирается в дом нашего жуткого соседа и крадет красный ключ от подвала. Ники!
Вы здесь? Пожалуйста, мистер Питерсон, я обещаю, что никому не расскажу. Просто отпустите меня. Ники нет. Это я? Сосед быстро возвращается к себе домой, видит Энза и не догоняет его, а Энза с красным ключом от подвала успешно сбегает от него. И на этом моменте серия заканчивается. Ну, что я могу сказать, эта серия пока что получилась лучше прошлых, за счет того, что в ней меньше душных диалогов и больше действий. Давайте теперь посмотрим, что в финальной серии первого сезона. Поехали! Итак, эпизод начинается с того, как герои хотят отомстить соседу за Ники, ну и конечно же освободить его. Они заходят в дом и их сразу ловит сосед. Какой-то у нас умненький. Что тебе надо у меня дома? Ну видеть я хочу. А ты меня не видишь, что ли? Ну так не открываешь как не надо. А зачем мне тебя видеть? Мне тебя видеть. Что ты мне дверь выпил? Ты что, беспределом, что ли, занимаешься? Лучше бы на этом серии закончилась. Ну да ладно. Что у нас идет дальше? Они просыпаются в комнате из подвала первой части. Также они находят Ники, который обезумел. Эх, к черту сюжет релиза. У нас новый канон. Они находят выход из комнаты очень тупым способом и просто гуляют по подвалу. Дальше они находят выход и разбегаются по дому. Сначала выделилась Марица, самый бесящий персонаж в мультике, по моему мнению. На нее нападают манекены, а тем временем Ники и Тринити прячутся от соседа и прыгают в мусорку. А Марица хочет выйти в форточку, но она самым тупым способом наступает в капкан. Энза и Иван натыкаются на соседа. И, чтобы сосед их не поймал, они купаются в ванне дерьма. Пранк какашки! Сосед их не находит, а Иван и Энза утонули в фекалиях. Ладно, это неправда, но так серия была бы лучше. Ники и Тринити находят Марицу, помогают ей, а затем они все компанией уезжают из дома соседа. Сосед выбегает из дома, далее приезжает полиция. Его садят в тюрьму и конец. Счастливый финал получился? Нет. У нас еще есть и второй сезон, напоминаю. Обсуждать это вообще не хочется. Сюжет кал, анимация кал. Все, мне нечего о нем говорить. А ведь это только первый сезон. Хорошо, давайте опять разбирать. Второй сезон, первая серия. Кроуфейс или же... Карыч ты, трах-трах! Серия начинается необычно. Ибо теперь мы видим не Тринити, а маленького соседа со своим братом. Да, у него есть брат. Зачем он нужен? Да фиг его знает. Маленький сосед приходит в клуб изобретателей, а там самые лучшие персонажи, которые говорят соседу: Если ты хочешь быть в нашем клубе, пройди тест. Тест ты должен пройти на заброшенной метеостанции. Короче, либо так, либо никак. окей. Сосед со своим братом приходит на метеостанцию, а хулиганы их обижают. Интересно, что сделает нормальный человек? Правильно, он побежит к выходу, откуда и пришел. Этот сосед не такой, и он вместе со своим братом побежит в какое-то подземелье. Хулиганы их ищут, чтобы, наверное, побить. Но только вот что они им сделали, непонятно. Позже, когда они начинают между собой драку, брат соседа падает в яму. Маленький мэр говорит следующее. Никаких свидетелей. Дети на Хэллоуин просто так решили кого-то грохнуть. Причем анимация и стиль еще больше делают эту сцену нелепее. Из ямы появляется фиолетовый луч, и он пугает всех позажителей. Позже нас переносят в дом к Тринити, где она общается через свой iPhone с Ником и договаривается с ним встретиться в парке. Или же с Делроем, неважно. Они занимаются фигней, как вдруг появляется... Чудак из моей комнаты! Господи, как это звучит. Так вот, сначала они бегут за ним, потом наоборот, а потом гость пропадает. Тринити со своими парнями рассказала об этом другим. Далее у Тринити случается инсульт, и это был конец первой серии второго сезона. Во второй серии подбрасываемые моменты нам уже показывают ее сон. Кстати, подбрасываемые моменты — хорошее название. Тринити во сне появляется в каком-то лесу и видит мертвых людей, а также имбиря, котика, который вырастет. За Тринити катится огромная монета, и ее через зеркало похищает сосед. Монета продолжает катиться, и она прикатилась к дому Тринити. Но это все сон собаки, так что все хорошо. Тринити подозревает директрису в том, что она может быть связана с гостем,
Вечером друзья собираются и говорят, что произошло с ними или с их близкими. И люди, которые замешаны с теми событиями, которые случились с ними, как думают наши герои, они замешаны с культом. А именно Лесли, таксидермист, Мёрта и директриса. За ними они и будут следить в следующей серии. Дальше они идут к Нике, который нежно им говорит идти на 3 буквы. Серия заканчивается тем, что у Тринити взрывается дом, точнее загорается. И все, конец. 3-я серия «Темное эхо». Эпизод начинается с предыстории трагедии парка «Золотое яблоко». А именно, когда в парке разбилась девочка по имени Люси. Родители садят ее на аттракцион, и Люся спокойно каталась до одного момента. В ее вагончик ударила молния, и она, угадайте сами, просто пропала. Ни пожар, ни авария, она просто исчезла. После флешбека Тринити в тупую проходит в тюрьму, чтобы поговорить с соседом. И задается очевидный вопрос. Где охрана? Где камеры? Как она туда пробралась? Но в сериале сюжет двигается методом рояля в кустах, а именно никак. Потом она просто уходит из этой тюрьмы и идет вместе с Ники в дом к соседу. За ними гоняется ворон, но их спасает, угадайте кто? Правильно, наш любимый Квентин. Он просто появился на одну серию, чтобы спасти Ника, и все. В школе из-за того, что Ники наорал на Тринити в прошлой серии, над ним все издеваются, а позже появляется нечто. Но он в релизе олицетворял страх Ника, поэтому его появление можно хоть как-то оправдать. В 4-й серии герои уже следят за своими подозреваемыми. Директор за Тринити, таксидермист за Делроем, извините. Тринити за директрисой, Делрой за таксидермистом, Иван за мистера Мёрта, а Марица и Энза за Лесли. Они созваниваются и спорят на тему, кто же такой гость. Иван следил за Мёрта, а позже отключается. Марица и Энза заходят в мэрию и идут за полицейским. Но сюрприз, это не мэрия, это дом мэра. Канона тут нет. Лесли передает мэру какие-то чертежи, а Энза и Марица ссорятся и роняют статуэтку. За ними теперь гонится сам Лесли, и он, наверное, ловит Марицу, а Энза сбивает грузовик. Ну, Делроя нету смысла описывать, ведь он пришел к деду и ушел, а позже пропал из-за ворона. Остается Тринити. Она, конечно же, не пойдет помогать своим друзьям, поэтому в школе она опять убегает от гостя. Она приходит в дом Ники, как будто это ее дом. Ники говорит ей уходить отсюда, и она просто берет и уходит. Зачем ты тогда вообще приходила? Знаете, когда я описываю какую-то серию, я как будто говорю то же самое, что и говорил про прошлую серию, на протяжении всего ролика. Но пересказывать серию слово в слово я не хочу, да и, наверное, не могу. Вот если душные диалоги в 1-м сезоне были между их дружной компанией, то во 2-м сезоне эти диалоги между соседом и Тринити. Все такие моменты я буду сразу скипать, потому что уже сам ролик превращается в эту душанину. В 5-й серии за главными героями гоняются культисты, и единственный момент, который я могу выделить, это сцену с Иваном, где он бежал от культистов и забежал в кабинет к мистеру Мёрта. Мистер Мёрта защищает Ивана от воронов и лишается жизни. Почему-то мне жалко его больше всех. Все дети выжили, и они встречаются в доме Тринити, который должен быть сгоревшим, ладно. Но тут приходит Иван и говорит, что мистер Мёрта мертв. 6-я серия под названием Secret Neighbor. Хорошее название. В этой серии Тринити хочет поймать культистов в ловушку, и для этого она идет одна в дом соседа. К ней приходит Ники, которого она садит в подвал. Все, Ники нам больше не нужен. Приходит Марица, и она крадет книгу и убегает, а за ней Тринити. Ники сидит в подвале, и Тринити обещала за ним скоро вернуться. Да и пофиг мне на самом деле. Потом узнается, что Марицу поймали, и она выполняла требования культистов, чтобы те не трогали ее родных. Она приносит им книгу, и ждем новую серию, друзья. А это, ребята, еще не конец. Что нам еще хотят показать в этом сериале? Правильно, это сценарий для фильма по привет соседу. Чего? Я умолял богов, чтобы фильма не было. Объясняю почему. Какой по соседу можно сделать фильм? Правильно, можно просто рассказать историю релиза и пряток.
Но вы сами понимаете, что так никто не сделает. Хоррор-фильм и соседа никак не получится с его-то историей. Скорее всего, что-то сделают на уровне мультсериала, с душными диалогами и тупым сюжетом. Гадать можно долго, но, зная, что этим занимается Tiny Build, они могут все опять испортить. Все зависит от них. 7-й эпизод, прощаемся. Как оказалось, сезонов будет не 2, как я думал, а 3. Итак, что в 7-й серии? Тринити в конце прошлой серии похитили, а в этой она быстро сбегает из убежища злодеев. Она приходит домой, и родители говорят ей, что они хотят отправить в школу-интернат, а та на них обижается. В школе она уже ругается со своими друзьями, уже фатально. После школы она идет к Нику домой, и он на нее набрасывается. Если что, она его так и не освободила. Его садят в скорую помощь и отправляют в дурку. Тринити уже принимает всю ситуацию, но родители ее не контролируют, и она приходит в тюрьму, чтобы освободить соседа. Но сосед ее переигрывает и садит ее в камеру, а сам уходит как ни в чем не бывало. И счастливый конец. Первое, что создатели упустили, это качество анимации и стиль. Есть еще одна проблема, а именно сюжет сериала. Не то что сюжет в целом, а сюжет и сценарий серии. В большинстве случаев появляется рояль в кустах и решает проблемы всех героев. Сценаристы создают какие-то ситуации, чтобы растянуть историю. Многие флешбеки вообще непонятны к чему, если их не закончить логически. Появился также «Привет, сосед 3». Я тоже сделал по нему видео, как только завершу другой ролик. В общем, франшиза катится на дно, и этот мультсериал тому доказательство. Tiny Build продолжит доить франшизу, выпуская все новые и новые продукты, связанные с соседом. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал и пишите свое мнение в комментарии. Не забывайте, что топовые комментарии попадут в следующий ролик. Ставьте лайки и присоединяйтесь к нашему Discord серверу по ссылке в описании. Видео озвучил я, Шайман, на канал которого, конечно же, есть ссылка в описании. Ну, вроде все сказал. Спасибо всем за просмотр и всем goodbye. Скоро увидимся.